Всем привет! Меня зовут Алина, и сегодня я решила наконец-таки поднять тему родов в Аргентине. Информации у меня много, именно поэтому у меня есть тетрадочка, в которой я выписала основные тезисы, которые буду рассказывать, и также я решила разделить видео на 3 части. В первом видео я расскажу про беременность, как она у меня проходила в России и как проходила уже в Аргентине, когда мы сюда прилетели, как выбирала клиники, с чем сталкивалась. Расскажу про все основные моменты. Во втором видео я расскажу уже непосредственно про роды от начала и до выписки из роддома. И в третьем видео я расскажу про основные моменты после выписки из роддома, каких врачей нужно посещать, как подать на документы и прочие важные моменты. А также, если вам будет интересно, то я могу записать еще 4-е видео. Оно будет с другими историями родов в Аргентине. Если вы уже родили в Аргентине и вам интересно было бы сняться на нашем YouTube-канале, то можете писать нам напрямую в Telegram. Мы с вами свяжемся и снимем такое совместное видео. А если вы еще только думаете, рожать здесь или нет, вам интересно узнать истории, другие истории, как кто рожал в других госпиталях, то пишите в комментариях то, что вам это интересно, и тогда мы снимем еще один такой ролик. Беременность в России у меня протекала комфортно, без каких-то особых осложнений. Я еще работала тогда гидом, мы возили туры на Кавказ, то есть я сопровождала большое количество людей и при этом чувствовала себя очень хорошо. Конечно, у меня бывали какие-то моменты, как и у всех беременных, что небольшие какие-то скачки настроения, но это было редко, и в целом я себя чувствовала прекрасно. И так мы ездили до 7-го месяца беременности. Я считаю, что эти моменты важно рассказать, потому что, чтобы вы понимали дальнейшие мои мысли вообще про эту поездку в Аргентину. Про то, как мы принимали решение о поездке в Аргентину. У нас есть другое видео на канале, вот здесь где-нибудь будет ссылочка на него, может быть здесь. Посмотрите, чтобы тоже понимали все этапы, как мы все-таки решались на эту поездку. Мы до конца не понимали, получится у нас это или нет, но начали собирать документы, копить деньги, подготавливаться. И еще в тот момент как раз была вот эта история про беременных, то, что там задержали беременных в аэропорту. Было еще много каких-то опасений о том, что здесь небезопасно. И, конечно, еще размышляли, стоит ли эта поездка того. Но единственное, что могу сказать, что когда я слышала эти истории про беременных, я думала о том, что мне все начали скидывать, то что вот, посмотри, беременных не пускают, не знаю, плохое отношение, и все такое к русским. На самом деле я в тот момент научилась фильтровать информацию, потому что мне, во-первых, не хотелось лишний раз нервничать, и, был вот этот вопрос, и дальше я уже смотрела, что будет дальше происходить. Через пару дней оказалось то, что все нормально, их отпустили. Почему точно это случилось, никто не сказал, но больше таких ситуаций не было. Поэтому, я здесь успокоилась и такая, была такая информация, теперь по-другому. Все пускают, все хорошо. Отношение к беременным хорошее. Поездку, перелет я перенесла очень хорошо, то есть каких-то сложностей у меня не было, которых я боялась. По прилету у меня спросили справку о беременности, попросили показать обратный билет и бронь гостиницы. У меня все это было на руках, я показала, меня пропустили в Аргентину, и наконец-таки, мы оказались здесь. Прилетела я на 35-й неделе, то есть уже у меня было 35 недель и
5 дней на момент прилета. Передо мной стояло множество вопросов по поводу, как выбрать госпиталь, в платном или бесплатном госпитале рожать, как выбрать переводчицу, и я шерстила все эти чатики, да, аргентинские, чтобы узнать какую-то информацию. И сейчас я вам расскажу про основные моменты по выбору госпиталя, потому что когда я прилетела, я этих моментов не знала, они мне были бы очень полезны. Сейчас поделюсь с вами этой информацией. Что касается платных госпиталей, их в Аргентине много, например, такие как Swiss, Алеман, итальянский госпиталь, ИМО и Атаменди и другие. В чем их основные различия? В ценах, например, госпиталь ИМО будет самым бюджетным среди других вариантов, которые я назвала, да, остальные будут, естественно, подороже. Или в ремонте, то есть палаты, да, в которых вы можете находиться, они могут быть там немножечко старенькими, а могут быть там с панорамными окнами, с каким-нибудь красивым видом, например, да, такие есть в швейцарском госпитале. Или, например, если вы хотите родить в воду, то это вы можете сделать только в госпитале Атаменди в Буэнос-Айресе. Все остальные моменты не настолько, да, значительные, там, конечно, есть тоже различия, но сейчас я бы хотела поговорить именно про стоимость и затронуть тему, из чего именно формируется эта стоимость, потому что изначально я такой информацией не располагала. А стоимость родов в платном госпитале может обойтись и в $1000, а может обойтись и в $6000. Из чего формируется эта стоимость? Если мы просто хотим родить в платном госпитале и выбираем только палату, чтобы эта палата была вот именно для вас с мужем, там, с няней или только для вас, это вам выйдет в районе 1000, там, 1200-1300 долларов, если роды естественные. Если у вас будет кесарево, то это уже будет подороже. Опять же, вот в госпитале ИМО, например, это будет около 1300 долларов. То есть вы платите только за палату, и доктора, бригаду вы не выбираете. Вот это просто фиксированная стоимость за то, что вы рожаете в этом госпитале. И какой будет доктор, какая будет бригада, это уже, да, что будет в момент ваших родов. Если вы хотите выбрать именно определенную бригаду, то вам нужно будет за это еще доплатить. За бригаду вы можете доплатить $700, а можете там $1500. И то же самое касается врача. То есть вы можете выбрать определенного врача. Врачи могут принимать там только в одной клинике, могут принимать в разных клиниках. Тоже, да, кого вы хотите именно выбрать, будет зависеть от вас. И у врачей у всех тоже разные расценки. И разные расценки на естественные роды или кесарево. Кесарево у всех стоит дороже. То есть это может быть, там, врач тоже может стоить там $900, а может там и 2000 стоить, может и больше. И именно из этого всего формируется цена. То есть вы можете взять только палату, можете взять палату с бригадой, можете еще взять с врачом. Опять же, в зависимости от клиники, это может выйти там в $3000, а может и в $6000. Остальные уже различия между платными и бесплатными госпиталями, опять же, я рассказывала в другом ролике, если хотите, можете посмотреть. Но еще один момент, который тоже очень важно вам сказать, это то, что если вдруг там у какого-то да, малыша, допустим, что-то случилось, и вам нужно отделение неонатологии, то за каждый день, в котором малыш находится в неонатологии, нужно будет оплачивать. И суммы, вот эти оплат, тоже у всех госпиталей разные. То есть это может быть там 200, 300, 500, $600, у всех разные стоимости. Тоже обратите на это внимание, чтобы потом, да, не попасть на... чтобы вы вообще понимали, что если что, нужно иметь какую-то сумму у себя в запасе. Но если у вас, например, такой суммы нет, то есть еще один вариант. Это из платной клиники вас перевозят в бесплатный госпиталь.
Опять же, на машине вы с малышом, естественно, не поедете или на такси. То есть это нужно будет оплачивать трансфер в специально оборудованную машину, которая довезет малыша из одной больницы в другую. Это тоже будет стоить где-то $300-500. Но тогда малыш, да, сможет находиться в отделении неонатологии бесплатного госпиталя. Просто тоже имейте эти расценки в виду. И еще один момент, тоже чтобы уже совсем закрыть эту тему стоимости родов, некоторые рожают по страховке. То есть те, кто прилетают до 30-й недели беременности, я знаю, что могут договориться, опять же, там, через какие-то компании обычно это происходит, чтобы оплатить страховку и родить по страховке. Те, кто уже находится в Аргентине, да, и оплачивают страховку, то как бы для них это, уже само собой разумеющееся, то, что они оплачивают страховку именно какой-то конкретной больницы, и как бы в этой больнице они будут рожать. Что касается бесплатных госпиталей, то одни из самых популярных это Ривадавия, Фернандес, Дюран. Также есть и другие бесплатные госпитали, их здесь большое количество, просто эти такие самые распространенные среди русскоговорящих. В бесплатных госпиталях будут не такие хорошие, конечно, условия, как в платных, но при этом отношение к вам также будет очень хорошее. И в целом, я бы сказала то, что медицина и в бесплатных госпиталях тоже на уровне. Если вам интересно узнать больше информации про бесплатные госпитали, про их список, про стоимость родов в каждом платном госпитале, какие документы вам нужно привезти, какая справка должна быть при перелете, список переводчиков, которых вы можете взять с собой в госпиталь. Обо всем этом есть информация у нас в гайде. Также я планирую то, что мы на этой неделе добавим туда еще фотографии разных госпиталей, так что думаю, что эта информация будет для многих очень полезна. Гайд вы можете приобрести по ссылке в описании. А теперь я уже продолжу историю, как было у меня с выбором платных и бесплатных госпиталей. Я нашла переводчицу в чате Telegram, мы с ней списались, договорились встретиться, и при встрече я начала задавать различные вопросы о госпиталях, и она мне сказала то, что да, действительно здесь бесплатные очень хорошие, и я говорю, а сколько стоит роды в платном? И она мне показала бумажечку, говорит, вот я сейчас с девушкой ходила, вот нам выставили счет на роды, значит, палата стоит 1300, доктор стоил $2000, и бригада стоила 1500. То есть это было там в районе $5000 стоили роды. Я говорю, примерно везде такие цены. Она говорит, там где-то дешевле, где-то дороже. То есть она мне тогда не объяснила о том, что там ты можешь не выбирать врача, можешь не выбирать бригаду, да, то есть можно как-то сократить расходы. И я тогда сижу такая, думаю, сумма больше, чем я вообще думала, пойду посмотрю, что действительно есть в бесплатных госпиталях. И мы с ней, когда сидели в госпитале, мне все понравилось. То есть мы с ней пришли, взяли турно к врачу. Турно это типа направление. Запись была уже через 3 дня, то есть через 3 дня я должна была попасть к врачу. Я спросила документы, которые мне нужно для посещения врача. Оказалось то, что нужно сделать свежее УЗИ. Это было бы очень хорошо. То есть сделать свежее УЗИ, особенно после перелета, да, как у вас там вообще, как перенесли перелет, чтобы быть и для себя спокойной, и для врача, чтобы все было написано на испанском. Потом анализы из России, если вдруг что-то, у вас есть особенное. То есть у меня, например, возможно, могла получиться ситуация, когда случился бы резус-фактор,
Вот, и за счет этого мне в России вкалывали иммуноглобулин, и здесь тоже, если бы у ребенка была не такая группа крови, как у меня, то мне бы здесь тоже нужно было вкалывать иммуноглобулин. И, значит, я сходила в платную клинику, потому что это было быстрее, это стоило в районе $12 сделать УЗИ, при том, что там могли сделать УЗИ и там 2D, 3D, 5D, там куча всяких разных навороченных УЗИ. И вот с этой бумажкой, с анализами своими и с бумажкой, на которую я написала все, что мне важно, я уже пошла с переводчицей к врачу. Сразу хочу сказать, что переводчиков, особенно в бесплатную клинику, конечно же, брать нужно, если вы не знаете язык, потому что будет очень сложно, потому что это занимает много времени врача, чтобы он вас понимал, поэтому переводчицы нужны. Берут они в среднем от 10 до $30, ну кто-то там и 50 может брать там за час или за то время, которое вот с вами проводят, то есть у всех по-разному, но расценки примерно такие. Я ходила за $15 в час. И вот, значит, мы пришли с ней к врачу. Не было там никакой очереди, я подождала 5 минут, мы с ней сразу же зашли, то есть я вообще очень, меня напугали о том, что в бесплатных клиниках там большие очередя, и типа вообще кошмар какой, ну, у меня все было нормально. И мы с ней заходим к врачу, он мне сразу улыбается, говорит «привет» по-русски, начал там шутить тоже с разными словами, типа там пупок и... Короче, что-то он мне там еще тоже говорил, но сразу врач к себе расположил. Я через переводчицу, доносила какую-то информацию, которую мне нужно. Он у меня спрашивал много вопросов, даже вплоть до того, что там, а бьет ли вас муж. То есть, то, что я вообще, в принципе, не могла ожидать, то, что будет спрашивать врач, но для них это все очень важно. Он мне выдал витамины, железо, в бесплатных поликлиниках выдаются витамины и там для беременных, и потом для деток тоже могут выдаваться витамины. И после этого он мне назначил анализы, которые нужно обязательно сдать. То есть это мазок, кровь нужно было сдать. Вот УЗИ у меня уже было. Значит, что нужно было делать дальше? Дальше нужно было на следующий день пойти там сдать кровь, сделать ЭКГ, мазок, и мы договорились с переводчицей о времени, но в итоге оказалось то, что у нее кто-то рожал, и она со мной пойти не смогла. Вот, я думаю, раз уж пришла, попробую все-таки, сдать все эти анализы. И я вам хочу сказать, что это капец, когда ты не знаешь языка, то есть мы где-то, наверное, 2,5 часа потратили на то, чтобы, то есть там даже не настолько очереди были, но маленькие вообще, а вот именно на то, что мы пытались понять, куда нам пойти, потому что больница там большая, в одном месте там одно нужно сделать, в другом другое, и я понимаю то, что с переводчиками это делать гораздо проще, то есть, во-первых, они уже ориентируются, они все там на-на-на сказали, и все четенько, а самим, то есть я и перестрессовала немножко, но у нас как бы получилось, но это действительно очень тяжело делать без переводчиков. Вот, и на этом фоне я решила то, что, а вдруг я когда буду рожать, она тоже не сможет, вдруг у нее там еще кто-то будет рожать, а рожают обычно ночью. Я думаю, пойду на следующий визит к врачу с другим переводчиком, чтобы на всякий случай у меня было несколько вариантов. Вот, я пошла с другой переводчицей. Опять же, мы пришли к врачу, он посмотрел анализы, сказал мне, что у меня по анализам. Вот, и сказал, что в дальнейшем мне нужно просто гулять, кайфовать, кушать побольше мяса для того, чтобы железо свое поднимать, и каждую неделю приходить к нему, и перед этим нужно делать ЭКГ. И даже ЭКГ я ходила делать все равно с переводчицей. И мы в один из дней приходим с переводчицей делать ЭКГ. Я, лежу на этой кушетке, и она мне говорит, а ты же понимаешь, что если ты будешь рожать в бесплатном госпитале, а я тогда еще не определилась, то есть вроде определилась, но и не определилась. Вот, она говорит, ты же понимаешь, что тебе не поставят эпидуральную анестезию.
А я изначально собиралась рожать без эпидуральной анестезии, был бы это платный или бесплатный госпиталь. И она говорит, бесплатных не ставят. Я говорю, я не хочу. Она говорит, ты что, а вдруг тебе будет так больно, что тебе очень захочется. И, короче, прям начала на меня, что мне нужно ставить эту эпидуральную анестезию. Я думаю, капец. А это как бы и переводчик, и доула, получается, вместе. Я думаю, ну мне она не нужна. Типа, почему у меня человек, да, спрашивает то, что мне не нужно? Я говорю, я не хочу. Она говорит, ну типа, ладно. А у меня еще просто есть пример, да, мамы, которая родила 4 детей, и которая их родила без эпидуралки, и я ее слушаю в этом моменте, потому что она очень опытная, и я думаю, ну, типа, надо мне еще переводчицу искать, то есть я там, ну, ничего не скандалила, естественно, просто я такая думаю, ну, пролесну еще кого-нибудь посмотрю, вот, и, значит, я нашла еще одну девушку, уже с которой мы тоже потом ходили. И в итоге у меня в арсенале перед моими родами, да, было уже 4 переводчиц, которые я, если что, имела в виду. Я выбрала одну, которая мне безумно нравилась тем, что она такая пробивная. И с другими я не договаривалась, просто я сказала, если я вам, да, позвоню в момент родов, то, если что, имейте меня в виду, хорошо. Вот, но договорилась именно с одной конкретной. И я еще забыла сказать о том, что все это время я ходила в госпиталь Пиравана. Я смотрела другие тоже больницы, но именно этот мне больше понравился, и как-то я начала туда ходить, мне понравился там врач, и я осталась там. Но если что, имейте в виду, что вам выдают такую обменную карту, где врач вносит основную информацию про вас, и вы можете родить как в том госпитале, в который вы непосредственно ходите, так и в любом другом бесплатном госпитале. То есть вам не обязательно рожать именно здесь. Здесь нет такого, что вы привязаны к какой-то одной конкретной больнице. Поэтому на последнем сроке беременности важно уже с собой всегда носить вот эту карточку, которую вам выдал врач, и свой паспорт. Ну а также нужно собрать сумку в роддом. На ней я тоже здесь не буду подробно останавливаться. Список вещей, которые мне понадобились, я оставила в гайде. Но что могу вам сразу сказать, это обязательно возьмите с собой водичку, потому что в момент родов бывает, что хочется пить или после хочется пить. И да, там сложно, может быть, как-то вставать, еще что-то. То есть вот вода, какой-то, может быть, небольшой перекус, это то, что у вас обязательно должно лежать в вашей сумке в больницу. Итак, значит, я пришла на свой 4-й визит к доктору. Он посмотрел ЭКГ, сказал, что все хорошо, как обычно взвесил, там померил и сказал то, что в принципе возможно, мы запишемся еще раз, но возможно, что это уже крайний раз, когда я прихожу к нему. У меня на тот момент была уже 39-я неделя, и в итоге я все-таки решила выбрать бесплатный госпиталь, потому что когда я говорила с переводчицей, я подумала, что, то есть я не знала, то, что можно родить еще там за $1000, да, там за 1000, за 1300. Я думала, то, что это должна быть именно вот такая внушительная сумма, для нас на тот момент, потому что мы, когда уезжали из России, мы там, да, ничего не продавали, мы вот просто отложили денежку, да, что-то мы еще в процессе зарабатывали, когда уже здесь находились, и также, да, зарабатываем. Но в тот момент я понимала, что там эти $5000 это, как 3 месяца жизни в Буэнос-Айресе. И я подумала, что раз мне понравилось в бесплатном госпитале и на родах, да, все это дело не заканчивается, то есть потом еще нужно, да, еще целая жизнь, чтобы этого ребенка вообще воспитывать. И здесь еще хотелось остаться на подольше. Вот, я все-таки приняла решение, то, что буду рожать в бесплатном госпитале. И я отправилась гулять по Буэнос-Айресу. Мы много ходили с моим мужем. Вообще, на самом деле, находиться в Буэнос-Айресе, в
беременном состоянии, я хочу сказать, очень приятно. То есть ты как будто бы, прилетаешь в какое-то приключение, нет проблем, которые тебя раньше волновали. То есть здесь как будто бы все начинается с какого-то нуля, и ты ходишь, там птички, там парки, там вкусно кушаешь, знакомишься с новыми людьми. То есть вот для меня, я вспоминаю этот период прям очень тепло, и мне понравилось последний месяц беременности здесь проводить. И, значит, в один из дней, когда мы с мужем гуляли по Пуэрто-Мадейра, мы тогда жили там 5 минут от вот этой такой, как набережной с яхтами, гуляем, и я чувствую, что какое-то такое странное ощущение внизу живота, как будто бы что-то не то, вот, что-то очень необычное. Я как бы вроде как понимала, что такое схватки, но не могла понять, именно это оно или нет, потому что, да, я думала, что это там прям что-то, там у меня будет так сильно болеть, что вообще типа капец какой. А здесь как бы так, что-то заболело там на минуту, и я такая думаю, наверное, это не оно, и мы пошли гулять дальше. Вот, а уже продолжение этой истории я расскажу в другом видео, потому что, да, мне кажется, и так я тут что-то очень много наболтала. Вот, если вам было интересно, есть у вас какие-то вопросы, то, как обычно, пишите комментарии, ставьте лайки. До следующего видео.